Всем привет! Сегодня достаточно пасмурная погода. Я что-то даже в нос говорю. Пойду уже традиционно осуществлю покос травы. И для тех, кто пропустил, я не каждый день этим занимаюсь. У меня осталось 2 террасы, которые я не привел в чувство, потому что была очень сильная жара. Сегодня, вот сейчас на улице, знаете, сколько градусов? Не знаете, потому что у меня часы сели. Не могу посмотреть. Ну, не знаю, градусов, может, 18-20 максимум. Пасмурно. Мне кажется, самое то. Я сильно вам показывать не буду, что и как я тут делаю, потому что вы уже прекрасно знаете, что такое косить траву. Может быть, пару кадров подсниму, но не более. Ну что, одну из террас я покосил. Это было непросто, но очень даже реалистично. Сейчас пошел небольшой дождик, потому что я здесь в облаках сейчас, и такая изморозь, как из пульверизатора, попшикали. Я думаю, что как раз-таки пойдет на пользу, траву немножечко прибьет. Сейчас вам покажу результат. Вот так вот все теперь это выглядит. Здесь уже даже можно ходить. Сейчас как раз-таки дождичком это ее примнет. Вот эти вот бугры, это я не то чтобы не покосил. Там лежат старые ветки от обрезки винограда и олив. Тут несколько таких вот холмов, назовем их так. И вот здесь вот еще. Ну и там вдали. В общем, супер. Я в целом доволен. Уже хотя бы что-то видно, а не просто заросли. Я вам показывал, как я вот здесь косил тогда вечером на жаре. И хорошо так трава умялась. Достаточно приятно. Думаю, что там теперь будет так же. Вот это вот все умнется и будет супер. Ну и, конечно же, остался рейд-босс, я его называю. Главный злодей. Это нижняя терраса, оливковая роща, где просто редком много оливок посажено. И вот там она до дороги. Там вот дорога, где белый домик. Вот это вот все надо покосить. Надеюсь, я сделаю это сегодня. У сеньора Аделайды, у моей соседки, тут тоже растет персик. Но он другого сорта. Он желтый и, видимо, позднее созревает. Прикольно. Тоже такой достаточно крупный, красивый. Финальный
Господи, забыл, как называется. Финальный рейд-босс. Финальный босс. Я подумал, что у меня есть силы, я в себя верю, и сегодня я закончу косить траву на участке. Я сделаю все, что в моих силах. Ладно, погнали. Я сначала не буду снимать, потому что мне тут нужно чуть-чуть расчистить, а потом я где-нибудь вас поставлю. У меня в некоторых местах получалось косить прям как косой обычной. То есть у меня получался вот ровный такой сброс из сена, такие рядки. Не знаю, видно, не видно. Кажется, что не видно на камере. Ну, в общем, вот так вот, такой ровный. Фух, так, ну, мне кажется, осталось еще 1/3. Сейчас отдохну чуть-чуть. Ну что, я закончил. Конечно же, последнюю часть, финальную, я уже делал под сильным дождем, но понял, что я не хочу сдаваться, я должен доделать. В общем, вот огромная терраса тоже закончена. Снизу, вот там вот въезд, еще один на участок, я рассказывал в экскурсии. И здесь вот есть еще место для, допустим, заезда трактора через эту террасу. Вот сюда наверх, ну или проход.
Это было непросто. У меня все болит. Заняло это у меня, ну, в 9 я начал, сейчас 2. В общем, вот, пришлось поменять лезвие, перевернуть его, потому что оно затупилось. Миллион раз перезаправил. И тратил я примерно 3 литра бензина. Вот. Но зато все сделал. Я собой бескрайне доволен. Сейчас как поем. Уф, какой будет у меня плотный обед, представляю. Ладно, увидимся еще с вами где-нибудь сегодня в выпуске. Я на неделю уезжал в Лиссабон, и, собственно, тут за неделю много чего наросло, и помидоры, и огурцы, и кабачки. Все нужно сейчас поснимать, потому что огурцы, конечно, переросли и не дают развиваться следующим плодам, не хватает им сил и питания. Сейчас нужно все снять, аккуратно все будет удобрить, чтобы огурцы дальше продолжали давать урожай. Вот такая вот большая полная миска с горкой получилась огурцов. Здесь есть и переросшие, и нормальные огурчики. Переросшие прям, конечно, уже такие прям бомбовозы. Но у меня есть рецепт битых огурцов китайских. Я думаю, что вот замариновать в соусе будет вообще супер. Ну и в салатик, может быть, еще какой-то придумаю рецепт, может быть, а-ля битые огурцы сделаю с арахисом. Ну, в общем, что-нибудь придумаю. Целая такая вот мисочка. Помимо огурцов, насобирал здесь еще такую радугу из помидорок черри. После финального покоса травы я понял, что хочу немножко продолжить расчистку участка. Напомню, что я уже чистил одну из подпорных стен, но у меня их достаточно много, поэтому хочу сегодня продолжить. Погода благоволит. Сейчас на улице, вы не представляете, 16 градусов. Время 9 утра. Это восторг, поэтому надо пользоваться случаем. Нужно работать на улице. В целом, всякие посадки, огородные дела, вот такие достаточно сложные, долгие, я более-менее закончил на сейчас, да, понятно, что у меня там будет еще осенний сезон, зимний сезон и вот это вот все, но в целом, как бы там, надо заняться уже другими делами. Я постепенно перехожу на ремонт дома, но так как погода отличная, солнышко не сильное, прохладно, нужно успевать еще работать с участком. Поэтому сегодня в планах почистить там одну большую длинную подпорную стену. Если силы еще останутся, сделаю еще что-нибудь на улице, почему бы и нет. Вот. Подсниму вам в режиме таймлапс, чтобы вы видели просто быстрый процесс без моих лишних комментариев. Но если будет что-то интересное, обязательно вам, конечно же, об этом буду рассказывать. И сразу небольшой офф-топ, отвечу на ваши вопросы. Я работаю в маске, вот в этой. Да, это не самая лучшая маска, потому что очень пыльно, земля сухая, и когда ты вырываешь траву, все моментально попадает в нос. Я моментально начинаю чихать, у меня появляются сопли, и я работать не смогу. Поэтому, ребята, я работаю в маске, как многие писали, в наморднике. Это в моих же интересах, в интересах моей безопасности и здоровья. И работаю руками в перчатках, потому что, ну, очищать подпорную стену чем? Ножницами, секатором, граблями, ну, пока не вижу в этом никакой пользы. Быстрее руками все пообрываю, расчищу. Если действительно где-то пойму, что нужна помощь инструмента, ну, схожу за инструментом. Вот поэтому не ругайтесь там на меня, что я в маске, что я задохнусь, вот это вот все задохнусь я быстрее от пыли, от этих подпорных стен.
я закончил расчищать одну из стенок подпорных. Это было несложно, пыльно, немножко муторно, но несложно. В целом все врывается хорошо. Здесь, конечно, уже стены эти высокие. Я, конечно, не дотягиваюсь до самого верха. Там придется с верхней террасы обходить и уже там убирать. Но в целом стало значительно лучше, чистенько, хорошо. Я не планирую отсюда убирать никакую траву. Пусть она валяется, она сама подосядет, перегниет и как раз-таки не будет давать расти новой траве, что хорошо. Осталась еще одна стенка, ну, из запланированных конкретно на сейчас. Но я вот вам говорил, что температура-то прохладная, да, вот вроде сейчас даже показывает всего лишь 18, но солнышко-то как бы, когда выходит, оно так знатно припекает. Я что-то надеялся, что сегодня будет облачно, и действительно облачка-то есть, но они такие, знаете, как молоко, а не облака, такие не прикрывают солнце, я бы сказал. Ладно, хорошо. Кофейку бы сюда сейчас. Так вот посидеть. Хорошо, тут вид такой, горы вон там вдали. Ну ладно, надо работать. Надо работать, надо. Тут тоже высоко, да. Ну ладно, ничего страшного. Я закончил. Хорошо поработал. Не знаю, будет ли виден на видео результат. Вообще не совсем понятно, потому что я смотрел в камеру и не понимал, вообще видно там что-то или нет, но старался вам показать процесс, чтобы вы немножко, может быть, даже кайфанули или немножко отдохнули, смотря на то, как что-то чистится и преображается.
В целом результатом я доволен. Понятно, что нужно будет продумать, что вообще с этим делать на будущее лето. Может быть, обработать гербицидами, чтобы не росла трава на этих подпорных стенах. Ну и очевидно, я не буду так запускать участок. В будущем году придумаю что-нибудь, что с этим делать. Потому что и косить вот эту траву, которая выше меня ростом, и потом выдирать ее отовсюду, ну, это не вариант. Ну и, конечно, виноград, который находился не в зоне досягаемости моей руки около дома, чувствует себя не очень хорошо, хочется сказать, но это ожидаемо. В первый год это ожидаемо, я им совершенно никак не занимался, только немножечко обработал медосодержащим препаратом в начале лета, и то это было скорее около дома, где я мог это сделать. Сюда я физически не мог пройти. У меня есть еще две подпорные стены, которые граничат с финальной частью участка. Это где оливковая роща, оливковые деревья. Там также по бокам растет виноград, но там я не буду в этом году этим заниматься, не буду очищать их, потому что в целом, ну, я не вижу необходимости. Если все-таки здесь мне хочется, чтобы в том числе было красиво, чтобы немножечко продувало. Все-таки высокая трава, она не дает поступать воздуху, продувать, могут быть болезни, а у меня вот здесь вот сверху находится огород, важно, чтобы немножечко воздух все-таки гулял. Ну что, сейчас пойду приму душ после этой пыльной процедуры и, может быть, немножечко отдохну, а дальше уже продолжу работать. Ну и, конечно же, уже традиционно, если вам нравятся мои выпуски, ролики, то, что я делаю, как я разговариваю и каким результатом с вами делюсь, не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Это займет у вас не так много времени. Как вы знаете, я все ваши комментарии читаю, стараюсь ответить на каждый вдумчиво. Буду рад вашим пальчикам вверх. Это даст мне понять, нравится вам мой контент или нет. Спасибо вам большое. Пойдем домой. Тебя потеряли. Пойдем. Пойдем. Тебя сеньора Аделаида потеряла. Пойдем. Ой. Это соседская собака. Живет по соседству. Она вечерами ходит гулять, и ее теряют. Да ты зайчик. Пойдем, тебя зовет. Пойдем. Уже несколько раз она ко мне приходила в гости. И я ее периодически вечерами на закате отвожу домой. А вот закат такой красивый. Пойдем, vamos. Anda. Anda. Сеньора Аделаида! Ой, я поранился. Да, я тут знаю. Пойдем. Зацепился. Сеньора Аделаида! Пойдем искать. Пойдем. Тут вот томаты растут. Сеньор. Пойдем. Signora Adelaida! Eu sou o Constantino! O carro comigo! É calma aí! Aqui, comigo! Anda cá! Eu estou perto da entrada sua casa. Vamos lá. Sim, comigo.
Ну чё ты? Ой, ты зайчик. Ela fui perto de minha casa. E... Mais uma vez. А куда ты пошла? Так, у меня не получается ее поймать. Она убегает. Видимо, она боится хозяйки. Ушла куда-то. Então, eu não sei onde o carro está agora, porque é um momento ele vai para eu não sei onde onde vai. Eu não sei. O carro vai lá. Por que não? Então, quer dizer, você viu? Uhum. Até para onde é que ele foi? Ela. Ela? O carro, ele ou ela? É cão. Ele, ok, o carro. Então, ele passa perto de minha casa, então eu. E agora vai lá, não sei porquê. Então, eu posso ajudar, mas não com certeza. Так, ребят, сори. Да, я тут в поисках собаки, у меня увлекательное приключение. Как помочь соседке. Но я не знаю, где она. Где собака, точнее. Ладно, я сейчас вас выключу. Если будет что-то интересное, еще вас подключу. Ну, подсниму вам хотя бы кадр заката. Вот сосед как раз кричит на всю деревню в поисках собаки. Собака хорошая, просто почему-то, мне кажется, она иногда боится по вечерам соседку, хотя вроде у них хорошие отношения. Не знаю. Она увидела, что соседка подходит, и резко убежала. Надо было держать, мне кажется, ее за ошейник, но что-то я не додумался. Так, я встретил еще одного соседа. Рассказал, что я тут пытаюсь найти собаку. И он меня отправил. Сказал, что она только что прошла и пошла туда наверх. Ну, сейчас что, еще чуть-чуть погуляю. Но тут как большая деревня. Если что, такое происходит практически каждый день. Собака ее отпускают погулять, и она ходит тут, изучать деревню самостоятельно. В общем, она в любом случае вернется домой, потому что уже несколько раз так происходило. Но все-таки решил помочь. Не первый раз, как говорится, уже помогал до этого, решил еще раз. Ну, тут что-то ее нет, пойду назад, видимо. В общем, вот. Фух, так, все, собаку нашли. Она сама вернулась. Я пообщался с другим соседом. Простите, я запыхался. И он сказал, что это нормально, что она каждый вечер может убежать, сделать 5 кругов вокруг деревни и потом сама вернется. Поэтому он говорит, типа, иди домой, отдыхай. Вот. Я как раз прошел через дом сеньоры. Она ждала меня, видимо, чтобы сказать, что все нормально. И говорит, все нормально, она вернулась. Вот. Зачем-то она меня попросила зайти завтра к ней в гости. Она что-то мне даст. Ну, как я понял. Вот. Долго говорил, что собака просто побегала, она никому ничего плохого не сделала. Собака действительно милая, это лабрадор. Вот. Соседка пожелала мне миллион раз здоровья, всех благ, сказала еще раз спасибо за помощь. Все, теперь с чистой совестью и со спокойной душой могу идти готовиться ко сну. Но у меня тут вообще экшены происходят вечерние.